Воблер идет красиво, уверенно, но рыба разворачивается. Заброс. Еще один. Пусто. Часы тикают, жара давит. Вода прозрачная, как стекло. И в этой прозрачности твоя приманка, как лампочка в темноте. Слишком заметно, слишком громкая. Рыба слышит и уходит. А теперь тишина. Мягкий мех, перо, легкое падение. Течение подхватывает, несет. Силуэт в толще, маленький, неприметный. Рыба видит, но не пугается. Подплывает. Едва касание и резкий разворот. Удар. Это не случайность. Это психология. Воблер кричит: «Я здесь!» Ручейник шепчет: «Я просто плыву». И рыба верит. Я ловил на него, когда блесны молчали, когда воблеры отпугивали, когда жара плавила берег и даже насекомые прятались в тени. И каждый раз одно и то же. Маленькая мушка делает то, что не могут железо и пластик. Да, она тихая. Да, она скромная. Но в ее тишине сила. Это ключ, который открывает замок рыбы. И если у тебя он есть, река становится другой. Есть на реке время, когда все живое замирает. Мертвый час. Солнце бьет в затылок, течение ленивое, даже комары перестают жужжать. Рыба не охотится, она экономит силы. Для нее каждый рывок — это риск. Потратил энергию, а еды нет. Значит, минус в выживании. И вот ты бросаешь воблер. Красивый, дорогой, шумный. А для рыбы он выглядит как агрессор. Представь, сидишь ты дома, а к тебе в комнату залетает ворона, орет и машет крыльями. Ты ее не ешь, ты ее выгоняешь. Вот так же рыба реагирует на воблер в мертвый час. А ручейник — это совсем другая история. Он как крошка хлеба, упавшая мимо стола. Маленький, без шума, без угрозы. Он просто плывет. Рыба не тратит силы, чтобы оценить его. Она просто открывает рот. Именно в мертвый час ручейник становится убийцей. Ты даешь ему спуститься по течению, чуть подыгрываешь кончиком, и все. Рыба не думает, она ест. Я ловил так в июльский полдень, когда вся река будто умерла. Ни всплеска, ни кругов на воде. И тут ручейник прошел по струйке, исчез, и в том месте поднялся фонтан воды. На крючке тихий, пассивный, но голодный соперник. В этот момент понимаешь, дело не в том, насколько приманка красива или дорога. Дело в том, насколько она похожа на еду, которую рыба готова съесть, даже не думая. Ручейник — приманка тихая, но оживить ее можно по-разному. И каждый способ — это свой ключ к успеху. Первый — ступенька. Короткий подброс, пауза, снова шаг. Мушка на мгновение замирает в толще. И именно в этот момент рыба решается. Второй — дрифт. Ты просто отпускаешь приманку вниз по течению и трогаешь катушку. Кончик спиннинга, как антенна, улавливающая прикосновение. И вот легкая дрожь в пальцах — это не течение, это рыба. Третий — дальняя дистанция. Бомбарда, Каролина или реверсивный кораблик — они отправляют мушку туда, где твой воблер и блесна никогда не окажутся. За горизонт, под противоположный берег, в коридор между кустами. В каждом способе одно правило. Веди так, как плывет настоящее насекомое. Без резких движений, без лишнего блеска. На джиг-ступеньку клюет там, где рыба стоит глубже у дна. На дрифт — на перекатах и струях. На дальний бой — в труднодоступных точках, куда ты даже ногой не ступишь. И главное, в этих техниках ты не заставляешь рыбу атаковать. Ты даешь ей возможность просто пообедать. Но спиннинг — это не только классика. Есть оснастки, которые превращают ручейника в настоящего шпиона.
отводной поводок. Груз лежит на дне, а мушка выше над дном свободно играет в струе. Рыба видит ее отдельно и воспринимает как случайную личинку, которую снесло течением. Тирольская палочка. Идеально на каменистом дне. Палочка стучит по камням, не застревает, поднимает муть, а за ней идет ручейник. И хищник думает: вот оно, насекомое, сбитое потоком. Каролино. Плавный спуск, мушка будто отрывается от дна и медленно поднимается. В этот момент рыба, которая весь день стояла без движения, вдруг делает шаг вперед. Сплит-шот. Грузик выше крючка, а мушка играет мягко, словно в толще воды плывет живое насекомое. Ты можешь облавливать ступенчато и точечно, провоцируя даже самого осторожного хищника. Эти методы позволяют подать ручейника так, что рыба не связывает его с железом и леской. Она просто видит еду. Ручейник – это не только лето и теплая вода. Зимой он тоже работает, просто в другом виде. Гирлянда. Несколько мушек на поводках, каждая свой размер, свой цвет. Ты опускаешь ее в лунку, и в толще каждая мушка играет по-своему. Рыба выбирает. Балда. Груз стучит по дну, а мушка подскакивает и замирает. На течении это выглядит так, будто личинка выскочила из ила и пытается удержаться. Подледная ловля с ручейником медленная, но у рыбы зимой много времени подумать. И мушка становится напоминанием о лете, о вкусной и безопасной пище. Даже в морозы, когда все вокруг сковано льдом, ручейник способен оживить рыбалку, принести рыболову удачу. Я делал этот тест десятки раз. Одна точка. Сначала воблер. Пусто. Потом блесна. Пусто. Потом ручейник. Удар. Да, не всегда, но слишком часто, чтобы это было совпадением. Воблер громкий. Блесна глаза слепит. Ручейник тихий и естественный. В жару, в мертвые часы, в прозрачной воде именно эта тишина решает. Рыба подходит ближе, рассматривает и атакует. Если бы у меня была только одна приманка на весь сезон, это был бы ручейник. В коробке десяток вариаций. Светлые для чистой воды, темные для пасмурных дней, с блестящей точкой, когда нужна провокация, без нее для осторожной рыбы. Мелкие, когда клюет только капризная, крупные для глубины и быстрой струи. Я ловил им в июле на перекатах, ловил в октябре, когда листья падали в воду, ловил в феврале подо льдом. Он всегда давал результат, даже когда все остальное молчало. Если ты хочешь перестать уходить с реки с пустыми руками, положи ручейника в коробку, и в следующий мертвый час он сделает твою рыбалку. Считаешь иначе? Пиши в комментариях. Обсудим.